Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Сегодня необычный формат моего видео, так как мастер-класса не будет видео в виде влога. Я купила мастер-класс на вязание игрушки. Давно об этой игрушке мечтала, но на тот момент не родился тот человек, ради которого бы я купила мастер-класс и начала вязать эту игрушку. Но сейчас этот человек родился, и я очень рада, что я буду вязать именно эту игрушку. Я купила мастер-класс у Светланы Перцевой. Игрушка называется «Чумовой заяц-кекс». Чтобы вы понимали, что это за игрушка, я оставлю вам фотографию. Давно о ней мечтаю. Со Светланой я знакома уже давно, вернее, с ее работами. Много-много лет назад, когда я только начинала вязать крючком, я у нее покупала несколько мастер-классов. И там среди мастер-классов был этот зайчик, но он был сделан спицами. Но я не хотела вязать игрушку спицами, и тогда я его не купила. Позднее Светлана сделала игрушку уже крючком, и с тех пор я просто мечтала об этом зайце. И сейчас я просто счастлива, что я буду вязать этого зайца в подарок для доктора-онколога. Она недавно вышла из декретного отпуска, ее сынку в октябре будет 2 года, и я хочу к Новому году успеть связать этого зайца. У Светланы я покупала еще лунного Сиама. Это было где-то канун, наверное, это был 16-й год, канун 17-го года. Купила я лунного Сиама. К сожалению, Сиама я не связала. И покупала я цыпленка Кубрика. Это был канун 2017 года. Это был год петуха, и я решила связать своему мужу петушка. Это единственная игрушка, которая у меня связана. Я оставлю вам фотографии своей игрушки. Несмотря на то, что я была тогда еще неопытной вязальщицей, крючком я только училась вязать, но игрушка у меня получилась просто потрясающая. Я ей просто горжусь. Оцените, пожалуйста, мою работу. Мне кажется, он очень получился симпатичный. И эту игрушку я вязала из тонкой пряжи. Если я не ошибаюсь, это была Alize Miss. И вязала я крючком 1,5 миллиметра. Для меня, для начинающей вязальщицы, на то время это была очень трудная работа, но я с ней справилась. Позднее я покупала зайку, Агнешку. И еще я покупала обезьянку Венечку. Обезьянку я купила на следующий год, так как это был канун года обезьяны, и у меня была мечта связать каждому году тематическую игрушку. Но, к сожалению, моя мечта не сбылась, и кроме цыпленка я никого не связала. А в этом году я все-таки решилась и купила зайца кекса, и еще заодно купила елочку. Но елочку буду вязать позже. У меня сейчас задача успеть связать игрушку для ребенка к Новому году. Я посмотрела фотографии других рукодельниц, и у них этот заяц получался просто огромный. У некоторых даже до 1,5 метров без ушек. Как интерьерная игрушка, такая большая игрушка, наверное, будет здорово смотреться, но мне нужна была игрушка маленькая, чтобы ребенок с ней мог играть и, возможно, спать. Поэтому я попросила совета у Светланы, и она мне порекомендовала купить велюр примерно 550-600 метров на 100 грамм. И на Вайбере Сиазон я нашла вот такой велюр. Основной цвет я выбрала вот этот, серо такой синий. Немножко камера вам передает темнее, на самом деле велюр посветлее. Этикетка выглядит вот так. 600 метров на 100 грамм и страна производства Китай. Всю пряжу я покупала в одном магазине, но на разных площадках. Что-то на Озон, что-то на Вайберис. Этот цвет серо-голубой, номер цвета 60067. Покупала я на Вайберисе. Так как я не смогла все цвета найти на одной площадке, мне пришлось покупать на разных. И в компаньон я по фотографиям не могла определиться, какой же цвет в компаньон взять. Взяла 2 цвета. Это цвет серебристый, номер цвета 60035.
и покупала его на Озон. Цвет передается немножко темнее, чем он есть на самом деле. Он такой серо-голубоватый. И этот цвет номер 60047, и купила я его на Вайберес. И цвет называется дым. Дым или дымчатый. На разных площадках было разное название. Я еще не решила, как буду сочетать. Хочу, чтобы, наверное, полоски были темными, а личико у зайца было посветлее. Мне нравится вот это сочетание, но мне кажется, что если он будет более контрастный, будет поинтереснее. Поэтому, возможно, я возьму вот этот оттенок. Так мне тоже очень нравится. Все цвета сочетаются. Но, честно говоря, я не знаю, сколько пряжи у меня уйдет. Уйдет 2 моточка или не хватит. Если будет не хватать, то придется сочетать третий цвет. Пишите, какие цвета вам больше нравятся, как лучше сочетается. Конечно, если бы я вязала какое-то изделие плечевое, я бы сочетала вот так. Это дым, а это серо-голубой цвет. Но так как я хочу более контрастную игрушку, более контрастную, я, наверное, буду сочетать вот так. И в рекомендациях написано, что лучше использовать крючок 1,3 или 1,5. Ну, как вязать такую тонкую пряжу, да еще пушистую, крючком даже 1,5, я просто не представляю. Я никогда не вязала из велюра, и как я буду вязать игрушку, я даже не знаю. И еще я потеряла свой крючок любимый 1,5 миллиметра от Ади. Найти его никак не могу. Перерыла все, нашла минимальные крючки, которые у меня есть. Вот такой китайский 2 миллиметра. И вот такой от Ади тоже 2 миллиметра. Попробовала вязать, и мне показалось рыхловато. Поэтому сейчас побегу в магазин, посмотрю, что из крючков там есть, потому что заказывать на Озон или на Вайбересе, но это не быстро, а мне прямо хочется начать, чтобы связать побыстрее, чтобы успеть к Новому году. Итак, я сейчас бегаю в магазин, поищу крючок 1,5 миллиметра, попробую вязать и покажу вам дальше, что у меня получилось и какой крючок я выбрала. Купила я крючок 1,5 миллиметра от Гамма, уже начала им вязать, но, как назло, на следующий день я нашла свой любимый крючок от Ади. Но так как я уже начала вязать гаммовским крючком, буду продолжать вязать гаммовским крючком. В принципе, этот крючок меня устраивает, держать его удобно, нигде ничего не цепляется. И начала я вязать с пальчиков на руке. Вот это первый пальчик. И я его связала с 3-го раза. Так как я никогда не вязала этой пряжей, мне было очень тяжело ею вязать. Я ей вязала практически вслепую, пересчитывая петли, ошибалась, распускала. И, на мой взгляд, эта пряжа не прощает ошибок. Если вы ошиблись, распустили, начали перевязывать и в этом же месте опять ошиблись, то с пряжей происходит вот такое. Обсыпается вот этот велюр, и остается только нить основы. Поэтому, если вы будете вязать из подобной пряжи, или не замечайте ошибки и вяжите заново, или если вы будете перевязывать и ошибаться в том же самом месте, то лучше оторвите и перевяжите. То есть вот этот пальчик у меня связался с 3-го раза. Но после того, как я его набила, мне показалось, что я вяжу очень рыхло. Поэтому я начала вязать поплотнее. Вот что у меня получилось. За один вечер я связала 9 пальчиков. 1 пальчик у меня на выброс. И связала всего лишь 9 пальчиков. И я вязала при помощи вот такой лупы. Обыкновенная лупа, без подсветки. Я ее устанавливала на стол, и только через нее я смогла вязать. Тяжело мне далось вязание этих лапок, но мне нравится, что у меня получается. Вот такие прелестные лапки. Второй вечер я связала ладошки и начала вязать ручку у одной, и у второй связала ладошку и часть ручки.
И я допустила в этой ручке грубую ошибку. Ошибку я заметила только тогда, когда начала вязать вторую ладошку. Вот здесь посередине ладошки нужно было провязать 4 ряда без прибавок и убавок, а я провязала только один ряд. То есть ладошка у меня получилась на 3 ряда меньше, чем она задумывалась автором. И я на самом деле этому очень рада, потому что когда я рассматривала фотографии этой игрушки, мне казалось, что ручки у игрушки какие-то непропорционально большие, и ножки, и ручки. Но вот судьба сыграла со мной такую шутку, что я сама не замечая убрала с ладошки 3 ряда. Поэтому вторую ладошку я перевязала, и они у меня совершенно одинаковые и небольшие. В описании у мастерицы написано, что из такого велюра, как у меня, метражом 550 метров, игрушка получается, по-моему, 45 сантиметров. Но это, наверное, без ушек. Где-то я видела. Найду, обязательно покажу, в каком месте и какая игрушка должна получиться из более толстой пряжи. И еще. Я себе МК распечатывала вот так. МК состоит из 60 страниц А4, то есть вот такие большие листы А4, и их 60. Но так как я не люблю вязать с телефона, не люблю вязать с ноутбука, я очень часто вяжу в дороге, могу у телевизора вязать, поэтому я все свои мастер-классы, которые покупала на игрушки, я их распечатываю. Раньше я распечатывала на черно-белом принтере, но сейчас у меня появился цветной принтер, и я распечатываю на цветном принтере. Вот так все получается. Очень красочно, красиво. Такую брошюрку очень удобно брать с собой, вязать в дороге или просто вязать около телевизора. Дальше я буду продолжать вязать ручки и покажу вам, что у меня получится. Прошло еще 2 вечера. За один вечер я связала полосатую часть ручек. Посмотрите, как красиво у меня получилось. Цветной нитью отмечала начало ряда. И видите, как начало ряда переходит по спирали. И если мы будем менять цвет нити в начале ряда, то получатся такие некрасивые ступеньки, которые будут переходить по всей части ручки. Но у меня никаких ступенек нет. Но на самом деле здесь нет никакого секрета, просто я переход сделала не в начале ряда, а в этом месте, где у нас мизинчик, по боковой части ручки. И у меня переход цвета идет не по спирали, а с одной стороны ручки. Я предполагаю, что ручка будет пришиваться к телу вот таким образом. И там, где у меня переход цвета, будет оставаться на задней части и будет минимально заметно. Чтобы не было ступенек, единственный вариант — это вязать не по спирали, а с подъемной петлей и замыкать начало и конец ряда. Но я на ручках решила не заморачиваться. Возможно, этот прием я применю при вязании ножек. Но я еще не решила. Обязательно вам покажу, как буду вязать ножки. Во второй вечер я связала 6 пальчиков для ступней. Но, как я вам говорила, я хочу, чтобы ступни у меня были меньше, чем задумывал автор, поэтому я внесла небольшие изменения в схему. Это маленький пальчик, и я его связала на один ряд меньше. По схеме посередине нужно связать несколько рядов без убавок и прибавок. Я же связала на один ряд меньше. Но на самом деле я не уверена в правильности своего решения. Средний палец я связала точно так, как задумывала автор, а вот большой палец я связала совершенно иначе. У автора этот палец должен быть на 3 петли шире, но я его связала по схеме среднего пальца, просто посередине связала на один ряд выше. Далее я буду вязать ступни и покажу вам, что у меня получится. Сегодня суббота. У меня прошло 2 вечера и утро субботы. За эти дни у меня вот что связалось, но я думаю, что я буду все перевязывать. За первый вечер я соединила пальчики
И начала вязать ступню. Вот такая ступня красивая получается. Хочу сначала показать, как она выглядит. Сверху идет более плоская часть ступни, а снизу, видите, как будто анатомическая выпуклая часть ступни, как будто вот здесь вот подушечки ступни. Очень красиво, прямо как нога у человека. Дальше идет закругление и пяточка. У меня начало ряда переходит вот так. Я посмотрела по фотографиям в мастер-классе, там не видно нитки начала ряда. Я предполагаю, что, скорее всего, начало ряда идет вот здесь, потому что на фотографиях видна черная ниточка, но она не видна, чтобы она шла как-то поверху. Вот она, черная нить здесь. Нет, вот тут вот чуть-чуть видно, но не сказать, что прямо поверху. Вот вам видно, чтобы прямо поверху шла. Она как будто идет сбоку. А у меня прямо поверху. Возможно, я предполагаю, когда я меняла ниточку начала ряда, вот в этом месте я допустила ошибку и, наверное, на одну петлю сместила начало ряда. И за счет этого у меня получилось вот здесь, где делаем мы выпуклую часть, в начале ряда прибавки идут и убавки, и у меня эта выпуклая часть пришлась именно наверх лапки. За счет этого пяточка опустилась вниз. Видите? Когда я начала вязать вторую левую ножку во второй вечер, я ее довязала практически до пятки и увидела, что пятка поднимается вверх. Я поняла, что я вяжу не левую лапку, а правую. Вот посмотрите. Это же правая лапка. И я, не подумав, импульсивно распустила. Все до пальчиков распустила. И думаю, я, наверное, когда соединяла пальчики, неправильно, не в том порядке их соединила. Стала перевязывать, стала соединять пальчики и понимаю, нет, я их соединила правильно. Вывязала часть стопы вот до сюда. И сегодня утром начала довязывать пяточку. И смотрю, пятка также опускается вниз. То есть я опять вяжу правую ножку, подумала я. Нет, стала рассматривать. Здесь более плоская часть лапки. Вернее, здесь более плоская часть лапки, а здесь она более выпуклая. Значит, это подошва. Значит, это все-таки левая лапка. Но посмотрите на пяточку. Пяточка у меня поднимается вверх, а здесь пяточка у меня опускается вниз. Тогда я стала более внимательно разглядывать, и у меня начало ряда, видите, как идет? Как в этой лапке уходит вперед сильно. А здесь сильно не уходят. И когда мы делаем прибавки, то прибавки получаются вот здесь вот. Не сверху, а как бы сбоку и немножко сзади. И за счет этого пяточка поднимается вверх. А здесь пяточка опускается вниз. То есть у меня сделана, скорее всего, здесь ошибка, за счет чего вот здесь получился бугорок. Он должен быть не здесь, а сбоку, вот здесь. И что же мне теперь делать? Потому что вот такой вариант ножки меня не устраивает. Здесь пяточка вверх, а здесь пяточка вниз. И меня еще не устроило вот это место. Я, видимо, вечером уже, когда вязала, затянула сильно, плотно вязала, и у меня получилась вот такая вот сильная ложбинка по сравнению с этой лапкой. Что же я сейчас сделаю? Я, наверное, распущу лапку до середины. Вот здесь провяжу немножко свободнее. И затем, наверное, смещу начало ряда, чтобы вот этот горбик был не здесь снизу, а вот тут сверху. И надеюсь, что пяточка опустится. Если у меня так не получится, то я распущу вот эту стопу до середины. Здесь смещу начало ряда, чтобы вот этот горбик получился у меня сбоку. И очень надеюсь, в таком случае у меня получится более-менее одинаковые ступни, потому что вот такой вариант меня совершенно не устраивает.
Все, я пошла распускать и покажу вам, что у меня получится. Ступни я перевязала. Такой вариант меня гораздо больше устраивает. Конечно, в описании было указано, что маркер проходит по боковой наружной стороне ступни, но я как-то не придала этому особого значения, поэтому мне пришлось распускать и все перевязывать. Левую ступню я распустила до 8 ряда. Здесь сместила начало ряда на 1 петлю. За счет этого у меня начало ряда более-менее пошло ровно. И пяточка выровнялась. Она не смещается ни вверх, ни вниз, а просто поворачивается вот так в сторону. Вторую ступню я распустила поменьше, только до того места, где у нас начинается закругление на пятки. И здесь мне пришлось сместить начало ряда аж на 4 петли. И только тогда у меня пяточка выровнялась. По поводу пальцев я ничуть не жалею, что уменьшила большой палец на 3 петли. Мне кажется, он вполне гармонично смотрится. А вот с маленьким пальцем я немножко сомневаюсь, потому что когда я его привязала к основанию стопы, он как-то сливался со стопой. Видимо, потому что когда я вязала мизинчик, последний ряд я провязала недостаточно плотно. И чтобы отделить немножко мизинчик от стопы, я взяла нить с иголкой, нить того же цвета, который вязала стопу, и просто ниточкой с иголкой прошла по основанию и ниточкой немножко подтянула это место, и мне кажется, пальчик выглядит гораздо симпатичнее. В стопу я также внесла небольшое исправление, чтобы сделать ее немножко поменьше. В этом месте, где мы вяжем несколько рядов без прибавок и убавок, я связала на 1 ряд меньше. И пяточку я также уменьшила на 1 ряд, и она получилась покороче. Дальше буду вязать полосатую часть ножек. Буду использовать метод перехода цвета с подъемной петлей и покажу вам, что у меня получится. Провязала полосатую часть ножек, вязала с подъемной петлей, и на эти ножки у меня ушло еще 4 вечера. Сначала я начала вязать левую ножку и здесь подбирала способ соединения рядов, чтобы он был минимально заметен. Вот здесь первую часть ноги мы вяжем с убавками. У автора убавки сделаны в начале ряда, но я посчитала, что если я вяжу с подъемной петлей, да еще буду делать убавку в начале ряда, то это место у меня будет сильно заметным. И убавки я немножко сместила, я их вот так сместила по спирали. То есть у меня каждая следующая убавка смещалась на 1 или на 2 петли. Но на самом деле я не уверена, что это решение было правильно, потому что вот так смотрится у меня ножка. Если бы я делала убавки на задней стороне ножки, возможно бы форма ноги поменялась, и нога была бы вот такой. Но я на самом деле не уверена, потому что эту игрушку я вяжу первый раз. Но если я буду ее вязать в следующий раз, все-таки я буду убавки делать по задней стороне ножки. Далее у нас идет нога без убавок. Первую часть ноги я использовала способ соединения ряда, где у нас ряд не смещается. Но все равно мне тут не очень понравилось, как выглядит вот это место, подъемная петля и соединение рядов. И потом я выбрала еще один способ, очень похожий, но начало ряда все-таки смещается. Вот у меня смещается начало ряда, и этот способ мне гораздо больше понравился. И на второй ножке я уже использовала только один способ соединения рядов. И мне кажется, он очень симпатично выглядит. Начало ряда идет перед маркером, вот перед этой ниточкой. Вот начало ряда. И мне кажется, очень красиво смотрится. Вот здесь, где идет без убавок, я уже не использовала ниточку, маркер начала ряда. И вот здесь у меня сейчас начало ряда. То есть начало ряда смещается по спирали. И посмотрите, как красиво выглядит. Конечно, если придираться, можно найти эту подъемную петлю. Но мне кажется, очень хорошо у меня все получилось. Так как я вязала с подъемной петлей, и если эту петлю считать за столбик,
то получается, что у меня к схеме добавилась одна петля или один столбик. Когда я делала убавки, я сделала на одну убавку меньше, потому что в мастер-классе толщина вот этой ножки такая же, как у ручки. Но так как я хотела, чтобы у меня ножки были толще, чем ручек, я сделала на одну убавку меньше. То есть я сделала на одну убавку меньше, еще у меня плюс одна петля подъема, то есть вот здесь толщина ножки у меня получилась на 2 столбика больше, чем у автора этого зайчика. Еще как я вязала, я когда вязала первый ряд, вернее, это не первый ряд, а когда мы вот здесь вот начинаем вязать ножку, я связала серой, темно-серой ниткой, и мне вариант этот больше понравился. Вот это соединение не так заметно. Если бы я делала соединение белой ниточкой, здесь бы было более заметно. Поэтому как бы для себя и для вас, если в следующий раз я буду вязать такую игрушку, обязательно вот это соединение нужно сделать той нитью, которой я вязала стопу. Ну все, я вроде вам сказала. Убавки лучше сделать в начале ряда, не смещать, как у меня. И если вы захотите ножку сделать потолще, то я сделала на одну убавку меньше. А, еще вот здесь вот в конце идет расширение. Здесь добавлялось в 3 рядах всего 6 петель, 3 ряда по 2, да, 6 петель добавлялось всего. Я добавила не 6 петель, а всего 4, потому что и так у меня ножка на 2 петли больше. Все, теперь я буду продолжать вязать тело зайчика и покажу вам, что у меня получится. За 3 вечера вывязала тело игрушки. Сначала начала вязать по спирали, вывязывая шортики. Никак не могла решиться, с какого же ряда начать вязать полосатую часть тела. И шорты я довязала до 23 ряда. Полоски начала вязать с 24 ряда. Но на самом деле полоски можно было начать вязать чуть-чуть пораньше, хотя бы на 2 ряда. И дальше я вязала уже полосочки с подъемной петлей. Начало ряда находится на спине, и вот здесь идет подъемная петля, которую практически незаметно. Но единственное, у меня была проблема при присоединении ручек, потому что я вроде ручки складываю вот так, как я хочу, чтобы они у меня располагались, начинаю присоединять ручки, но из-за того, что ручки связаны по спирали, они выгибаются в разные стороны. Я несколько раз перевязывала, и сразу, наверное, с 3 или с 4 я только смогла нормально присоединить ручки. И еще я решила в тело игрушки вставить какой-то каркас. Когда я вязала ручки, я не плотно набивала ручки, они получились вот такие мягкие. Ножки, конечно, я набивала поплотнее, но все равно они получились мягкими. Я не хотела, чтобы тело было очень мягкое. Сначала я хотела вставить проволоку, но потом передумала. Во-первых, ребенок маленький, и не хотелось, чтобы проволока где-то вылезла. И еще я не хотела, чтобы игрушка запоминала форму. То есть проволоку можно было согнуть, и рука бы осталась в таком согнутом состоянии. Мне хотелось, чтобы то, что я вставлю внутрь, не запоминала форму, которую придаст ребенок. Поэтому я вставила внутрь вот такой вспененный материал. И у меня получилось отличное упругое тельце. Я взяла вот такой материал, нашла его в гараже у себя. Это, не знаю, это может быть вспененный полистирол, может что-то еще. Это я покупала на маркетплейсе, то ли на Озон, то ли на Вайберес, я уже не помню, но этот материал покупала для уплотнения окон. Он был разной толщины, 1 сантиметр, по-моему, 2, 3, больше. В основном я весь потратила, и остался у меня вот такой толстый. И он мне на самом деле очень хорошо подошел, потому что я его вставила вот сюда, в тело игрушки. Он очень хорошо режется ножницами. И я его просто вот так вот обрезала на нужную мне толщину.
И вот этот материал я вставила вот отсюда. То есть здесь идет пошире, а потом я его вот так ножничками подрезала, придавая ту форму, которая мне нужна. И по периметру уже вставляла синтепон. Я снимала небольшой фрагмент видео, где показываю, как у меня идет внутри этот материал и как у меня вставлен синтепон. Я вставлю вам этот отрезок, посмотрите обязательно. Вот такая игрушка у меня получилась. И если бы я вязала такую игрушку еще раз, все-таки в ручки и в ножки я бы вставила, ну, наверное, все-таки не проволоку, а может быть точно такой же материал, только купила бы его толщиной, ну, 1 сантиметр точно он есть, потому что я его покупала. Было бы хорошо, если бы он был потоньше. Я бы его вставила в ручки, и ручки были бы мягкими, но не такими мягкими, как у меня получились. И еще я купила глазки, хочу вам сразу их показать, потому что от одних глазок буду отказываться. Вот такие глазки, если я не ошибаюсь, 14 миллиметров, это стекло, а здесь приклеена радужка. И вот такие я заказала, но вот эти мне не понравились, я, наверное, буду от них отказываться, поэтому хочу вам сразу показать, чтобы вы понимали, какие глазки подойдут, какие нет. Конечно, мне очень понравились вот эти глазки. Но я просто их уже поковыряла. И вот эта пленочка, на которую нанесена радужка, ее, в принципе, при желании можно оторвать. И поэтому я думаю, если я их приклею к ткани, ребенок, в принципе, их может при желании выгрызти. И так как это стекло, ну, совсем не хотелось бы, чтобы ребенок мог эти глазки проглотить. Поэтому я заказала еще глазки на шпунтах, вот такие. Если я не ошибаюсь, 18 миллиметров в диаметре. Здесь идет сам глазик пластиковый. Вот это пластик. Радужка также пластиковая, она не бумажная. С ней можно игрушку стирать. И идет вот такая штучка для фиксации. То есть, если мы зафиксируем глазик, то ребенок его не сможет оторвать и проглотить как-то. Но единственное, мне не нравится, что этот глазик вот такой темный. Посмотрите, какой он темный. Я уже посмотрела и на светлой пряже. Все равно мне кажется, что он темный. Для моей игрушки, мне кажется, он не подойдет. Здесь в наборе 3 цвета. Вот это, наверное, голубой цвет. Вот такой зеленый. И еще были синие на фотографии. Но что-то синих я особо не нашла. А может быть вот этот? Но он как будто не синий, а почти черный. И я уже оформила возврат этих глазок. Если продавец одобрит его, я, конечно же, эти глазки верну. Но мне очень нравится крепление. Сейчас я вам покажу игрушку, которую я вязала. Я вам ее уже показывала, вернее, фотографии этой игрушки. И посмотрите, как меняется игрушка, если прикрепить другие глазки. Здесь у меня были стеклянные глазки на такой петельке, и я их пришивала. Посмотрите, как будут смотреться, например, вот эти синие глазки. Какая прелесть получается. Мне очень нравятся эти глаза, но я боюсь, что просто я их не смогу надежно приклеить, и ребенок сможет выгрызти их. Очень красиво получается. Я еще заказала 2 комплекта глазок, точно такие же, но побольше размером, по-моему, 16 миллиметров. И там 3 или 4 цвета разных. И еще я заказала очень похожие,
но они будут на петельке. Я не знаю, как эта петелька приклеена. Если она просто вот так приклеена на клей, то в принципе ребенок сможет оторвать. Если же петелька как-то впаяна в стекло, то, конечно, они будут более надежными. Но пока я не знаю, какие я глаза буду использовать, конечно, вот эти пока фавориты мои. Но буду ждать еще другие глазки. И пока я их не дождалась, буду, наверное, вязать голову или ушки. Нет, наверное, голову начну вязать, чтобы у меня было время подобрать глазки. Ну, не прелесть? Прямо прелесть прелестная. Хочется поменять глаза на вот эти синие. Но так как у меня эти глазки уже пришиты на петельки, то я их уже вытащить ну никак не смогу. Они очень крепко приделаны, и хотелось бы вот что-то подобное. Я поискала на маркетплейсе вот такие глазки, только синие. Нашла только 10 миллиметров, а 10 миллиметров, мне кажется, маловато. Вот эти, мне кажется, были 10 миллиметров или 12. Да, наверное, 10 миллиметров. Хочется или 14, или 16. Если другие глазки мне понравятся, я обязательно покажу, что закажу и какие буду все-таки использовать. Ну все, пошла вязать дальше. Начну, наверное, с головы. У меня остается совсем мало времени довязать эту игрушку, потому что послезавтра мы идем на прием к доктору, и мне осталось сегодня 2 вечера сегодня, завтра все завершить, чтобы я успела к сроку. Вот что я связала. Голову я связала за 4 вечера и сделала все утяжки. И у меня возникли проблемы с глазками, и пока я ждала глазки, я уже связала почти ушки. Что я хочу сказать по голове? Голову я вязала точно, как рассказано в мастер-классе. Сначала набивала голову, потом вшила язычок, потом только делала утяжки. В этом варианте нет возможности добавить наполнитель. Мне бы хотелось вот сюда еще добавить наполнителя, но такой возможности, к сожалению, у меня нет. Но предлагался второй вариант, когда сначала добавляется наполнитель, потом делаются все утяжки, потом только вшивается язычок. И тогда, возможно, можно добавить наполнитель. В следующий раз, если я буду вязать эту игрушку, то я поступлю именно так. По поводу ушек. Так как у меня нет совсем времени, я хотела сначала все ушки вязать вот в такой технике. Вязание спицами она называется хеликсом. Как называется в вязании крючком, я не знаю, возможно, точно так. Но когда вяжешь в такой технике, это не так быстро. Видите, как идут полосы. То есть здесь нету ступенек перехода ряда. Ступенька есть только в начале и в конце. Второе ушко я сделала хеликсом совсем немножко. Для того, чтобы мой кролик получился все-таки необычным. У меня вся игрушка не особо чумовая, полосочки ничем не привлекательные, не примечательные. И ушки я решила сделать вот такими немножко чумовыми. Чуть-чуть мне осталось довязать ушки. На эти ушки я потратила, по-моему, 3 вечера. И у меня возникла проблема с глазками. Почему я решила... Я не знаю, что у меня кролик будет с большой головой, и ему нужны очень большие глазки, я не знаю. Я заказала большие глазки. Одни глазки я вам уже показывала в прошлом отрывке. Это вот такие глазки, по-моему, 14 миллиметров. Очень красивые стеклянные глазки. Затем я заказала точно такие же, только побольше. Вот такие 16 миллиметров. Посмотрите, какие они прелестные. Я когда их увидела, когда я их стала забирать, я просто не смогла их не забрать, хотя я понимала, что они мне не подходят. Это стеклянные глазки, и они должны приклеиваться. Так, что еще по глазкам? Да, я когда искала глазки, я уже поняла, что эти мне не подойдут, и я
нашла точно такие же, только на петельке. Я вам фотографию оставлю, чтобы вы понимали, как они выглядят. То есть здесь такая платформа металлическая, и к ней, я не знаю, как приделана петелька. И это все склеено. И я обратилась с вопросом к продавцу, можно ли такие глазки использовать для ребенка. И он мне написал, что у любых стеклянных глазок есть ограничение 10 лет и старше. То есть так как все это склеивается, то при желании ребенок, наверное, я не знаю, у меня нет таких глазок, я не могу попробовать, наверное, может оторвать. Уверял продавец, что эти глазки очень крепкие, и их невозможно расколоть. Но есть опасность, что вот эта петелька при желании может оторваться. Еще он мне написал про глазки, которые у меня были на цыпленке. Сейчас я возьму цыпленка, покажу вам. Вот про такие глазки написал мне продавец, что вот эти глазки гораздо колкие, и есть вероятность, когда их закрепляешь, когда приходится плоскогубцами зажимать петельку, они могут расколоться, потому что здесь петелька вплавлена в основание стекла. И эти глазки еще опаснее, чем вот эти. Представляете, если ребенок возьмет игрушку и начнет дубасить, например, по металлической батарее. Глазки могут расколоться и навредить ребенку. Поэтому от стеклянных глазок я отказалась, заказала пластиковые глазки. Покажу вам. Посмотрите, какая прелесть. Ну, не могу я это не показать. Посмотрите, я вот как увидела их, я просто влюбилась, заказала. Так как у меня еще есть несколько мастер-классов, возможно, я их довяжу и буду использовать стеклянные глазки. Ну, они будут не для детей игрушки, а для себя, для красоты. Так, и заказала я пластиковые глазки. Мне продавец посоветовал глазки, которые вот на таких шпунтах и вот с такими зажимами. Это единственные глазки, которые можно использовать для детей или на петельки, которые пришиваются. Заказала я 3 вида глазок. Вот эти 13 миллиметров. Здесь вот такой фиксатор. Затем вот эти глазки 12 миллиметров. Вот в таком пакетике. Здесь вот такой большой фиксатор. Глазик довольно толстый и фиксатор довольно большой. И вот такие глазки 11 миллиметров. Я уже немножко поковыряла, померила. Вот так выглядит глазница у этого кролика. Я уже попыталась засунуть глазки, но их на самом деле очень тяжело сюда засунуть и еще как-то вставить вот этот зажим, чтобы глазки не вывалились. С одной стороны, мне нравятся вот эти глазки, но я боюсь, что они будут большеваты. Вот эти глазки мне нравятся меньше, я не знаю, мне как будто кажется, что они побледнее. Вот через камеру явно, что они не такие яркие, как вот эти. Вроде один и тот же производитель, просто другой размер, и уже яркость у глазок другая. На синие вот на эти не обращайте внимания, это так было в наборе. В этом наборе ярко-синие, а вот в этом наборе голубые. Так продавец и указывал на сайте, вернее в карточке товара. Покупала я все на Озон и на Вайберес. Не помню, что на какой площадке. Одни глазки я купила на Озон, а другие на Вайберес. Если вам нужны ссылки на эти глазки, я, конечно, с вами поделюсь, наверное, в первом комментарии. Итак, наверное, буду все-таки использовать вот эти маленькие глазки. Но сейчас я, наверное, вам не буду показывать, потому что совсем у меня нет времени. Мне нужно довязать вот это последнее ушко и срочно придумать что-то с глазками. Если мне глазки не подойдут, я уже не знаю, что делать. Потому что еще мне продавец посоветовал для детских игрушек вышивать глазки или краской рисовать, как это называется. Ну, короче, нарисовать глазки краской. Но это не мой вариант, мне он совсем не подходит. Сейчас я вам быстренько покажу, как выглядит, например, вот этот вот глазик. Зеленый мне понравился. Я попыталась уже засунуть. Вот как-то так. Ну, как будто маловат. Хочется побольше глазик вставить.
Но я боюсь просто, что я его не закреплю, потому что здесь и вот эта задняя палочка побольше. И как я зажму фиксатор, я не знаю. Или вот этот, да? Или он очень большой. Ну, не знаю, сейчас буду пробовать, пытаться и покажу вам в следующем включении, что у меня получится. Зайку я довязала. Вот такой прелестный он у меня получился. Глазки я использовала самые маленькие, которые у меня были. Это вот такие глазки 11 миллиметров. Взяла я зеленый цвет. Вот так выглядят глазки. Здесь на палочке нет никаких засечек. Поэтому, чтобы глазки надежнее держались, я добавила немножко клея, намазала на палочку, зафиксировала заглушкой. Заглушка очень тяжело натягивается, но для надежности я все-таки добавила клей, потому что, когда я посмотрела внимательно на этикетку, тут указано возрастное ограничение до 3 лет. То есть эти глазки можно использовать для игрушек для детей старше 3 лет. Но у меня ребенок маленький, поэтому для надежности я еще добавила немножко клея. Вот такие глазки у меня прелестные получились. Для вязания ушек я взяла крючок немного потолще. У меня это 2 миллиметра для того, чтобы ушки были попластичнее. Когда я сделала последнюю утяжку, вот здесь вот сзади шейки и перед шейкой, у меня голова все равно мне показалось как-то неровно держится, немножко задрана вверх. Я сделала утяжки второй раз, но все равно мне показалось этого недостаточно, и поэтому я немножко вот здесь подбородок пришила к основанию шеи, подтянув тем самым подбородок вот так вниз. Теперь мне нравится, как голова у меня располагается, и из-за того, что в тело и в шею я добавила вспененный материал, голова очень крепко держится и не качается. Это решение было правильным, и всем советую так делать. Что еще вам рассказать по этой игрушке? Вроде бы все я вам уже сказала. Единственное, когда я вязала язычок, мне показалось, что он сильно вываливается изо рта, и меня это на самом деле смущало. Но когда я сделала последнюю убавку, вернее утяжку, язычок прямо затянулся внутрь. И мне даже сейчас кажется, что он какой-то у меня стал маленький. Хочется, чтобы он был побольше. Поэтому, если вы будете вязать и вам покажется, что язычок как-то вылезает сильно изо рта, не пугайтесь этого, после последней утяжки язычок втянется в голову. Вот такая прелесть. Я очень рада, что у меня получилось. Надеюсь, ребенку тоже понравится. Итак, по размерам игрушка у меня получилась, если мерить от макушки до пяточек, это 49 сантиметров. Если измерять вот так с ушками, то высота получилась 67 сантиметров. Пряжи я израсходовала ровно 100 грамм. Темной пряжи у меня ушло 35 грамм, а светлой пряжи у меня ушло 65 грамм. То есть всего у меня ушло 100 грамм и 100 грамм осталось. Глазки я вам уже показала. Маленькие, самые 11 миллиметров. Для глазок и зубок я использовала совершенно другую пряжу, потому что пушистой у меня не было. Я взяла какой-то хлопок. Какой у меня был, такой взяла. Для язычка также взяла пряжу, которую нашла, розового цвета. В принципе, можно было взять и темно-красного, но я просто побоялась, что будет сильно выделяться. Нет, сильно не выделяется. И вот такой прелестный зайка у меня получился. Если вам понравилось мое видео, то жду вас снова в гости и до новых встреч. Пока-пока!